На одном из охотничьих форумов есть история про деда Тихона, который в 50-е и 70-е годы прошлого века был охотником-промысловиком. Его оружием была рогатина и самодельные капканы на соболя. Он знал каждый овраг Абаканского хребта и говорил, что тайга — это живое существо, которое кормит только честно. Его сын Егор продолжил дело отца и перенял у него умение читать лес, но принес с собой ружье и новые методы добычи. Внук Тихона, Денис, питал рассказы о деде и мудрость отца. У него современная экипировка, навигатор, но он по-прежнему уважает традиции сибирской охоты с лайками, о которых рассказывали старые охотники. Такая преданность любимому охотничьему делу сразу нескольких поколений не редкость на севере. Сегодня мы покажем, почему такая преемственность делает охоту не просто добычей меха или мяса, а культурным кодом, передающимся от отца к сыну. Вы увидите, почему же люди продолжают стрелять и ловить, хотя в магазине мясо и рыбу можно купить куда дешевле. А если вы досмотрите наш выпуск до конца, узнаете, чем же дары дикой природы отличаются от магазинных. Поехали! Представьте, за окном минус 40, ветер задувает так, что собаки в упряжку прятаться просятся, а вы тащите нарты с добытым лосем за 10 километров. Вопрос «зачем?». Ведь в магазине рядом с домом уже лежит аккуратная свиная шейка в вакуумной упаковке, а в отделе рыбы замороженное филе пангасиуса. Первая причина – это традиция, которая в крови. Вот история, описанная в дневниках одного из участников экспедиции 1979 года. Ученые Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР отправились в Красноселькупский район Тюменской области к Тазовским селькупам. Они описывали стойбища в бассейнах рек Таз и Худосей. Охота и рыбалка были единственным способом существования. Но важно другое. Правила промысла передавались устно. Например, существовали строгие табу на добычу молодых особей или самок с детенышами. Это сакральное знание, позволяющее не уничтожить природу вокруг себя. Селькупы знали, что если они возьмут слишком много сегодня, завтра их дети умрут с голоду. Это школа ответственности. Вторая причина – это психология. Ощущение свободы и независимости. Есть известное исследование Скотта Гильтнера, посвященное периоду после отмены рабства в США 1865-1920 годы. Он описывал, как охота и рыболовство стали для освобожденных афроамериканцев полем битвы за собственную независимость. В Советском Союзе, например, в 50-е и 70-е годы была похожая ситуация, только социальная. На заводе жесткий контроль, план, начальство, дома тещи и жены в коммуналках. Единственным легальным способом вырваться из этой клетки была рыбалка. Это глубинная потребность в автономии. В современном мире охота возвращает ощущение контроля над реальностью. Ты не ждешь, пока мясо привезут в фуре. Ты идешь и берешь его сам. Это древний инстинкт добытчика, который невозможно заглушить походом в супермаркет. Но есть и третья категория людей. Для них охота – это спорт высоких достижений. И здесь все серьезно, вплоть до международных рейтингов. Вы знали, что за рога лося или клыки кабана можно получить золотую медаль? Например, на Всемирной выставке в Будапеште в 1971 году участвовала 51 страна. Советский Союз выставил коллекцию из 534 трофеев 36 видов и подвидов. Чемпионом мира тогда стали рога лося из СССР с оценкой 415,9 балла. Сегодня эта система стала еще жестче. В России уже больше 10 лет существует электронный реестр охотничьих трофеев. Книгатрофеев.рф. Вся страна поделена на 18 трофейных зон. Охотник добывает зверя, обрабатывает череп или рога, проводит замеры по методикам Международного совета по охоте или клуба сафари и отправляет данные. Специалисты проверяют и присваивают трофею личный номер и место в рейтинге. На сегодня там зарегистрировано уже более 5000 трофеев. Для чего это нужно?
это огромный вклад в науку. Ученые получают базу данных линейных размеров животных из разных климатических зон. Это позволяет отслеживать здоровье популяции, миграции и изменения в кормовой базе. Так что современный охотник-профессионал – это еще и полевой исследователь. Четвертый блок про деньги. Охота и рыбалка – это вообще выгодно или нет? Сравним цены. Итак, что мы видим в магазинах на конец 2025 года? По данным Росстата и экспертов, килограмм говядины, кроме бескостной, стоит в среднем 667-672 рубля. Свинина – около 356-399 рублей. Курица – 209-236 рублей. Мороженая неразделанная рыба, конечно, в зависимости от вида, в среднем 266 рублей за кило. Красная рыба дороже. Икра вообще отдельная история. Горбуши 9 тысяч рублей килограмм. Киты 10 500 рублей за килограмм. Давайте посчитаем себестоимость добычи. Что вы получите, если удачно сходите на охоту? Гусь весит 3-5 килограммов. Глухарь до 6 килограммов. Селезень поменьше, но их можно взять несколько. А крупная дичь? Лось – это 200 килограммов чистого мяса с одного взрослого быка. Кабан – 100-150 килограммов. Мясо диких животных нельзя продавать без соблюдения санитарных норм и прохождения ветэкспертизы. Но если пересчитать на рыночную стоимость парной телятины фермерской, которая часто стоит за 700 рублей, то вывоз одной туши лося – это экономия семейного бюджета на 100-140 тысяч рублей. За вычетом патронов, ГСМ и амортизации снегохода, конечно. С рыбой еще интереснее. Чтобы купить килограмм хорошей нерки, нужно выложить около 1000-1500 рублей, в зависимости от региона. А на севере во время хода лосося сети приносят рыбы столько, что ее солят, вялят и морозят на всю зиму. Сравните 329 рублей за кило магазинной мойвы и бесплатного хариуса, пойманного на поплавок за поселком. Разница колоссальная. Для коренных жителей и постоянных северян это не хобби, а способ существования, при котором мясо и рыба достаются по цене патронов и солярки, а не по цене магазинной наценки. По данным проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание.рф», мясо диких животных и рыба имеют принципиально другой состав. Белок рыбы, например, усваивается гораздо быстрее мясного. Рыба переваривается за 1,5-3 часа, а говядина до 5 часов. Но главное – это качество жира. Дикие животные едят естественный корм. Северный олень ест ягель, лось – ветки и кору, кабан – желуди и корешки. Мясо магазинной свиньи или курицы, выращенной на комбикорме, содержит больше насыщенных жиров. А мясо дикого зверя – это кладезь полиненасыщенных жирных кислот, тех самых омега-3. Особенно это касается рыбы. И это уже не говоря о том, что дикое мясо содержит меньше антибиотиков и гормонов, которые используются в промышленном животноводстве. Дорогие друзья, охота и рыбалка сегодня – это не обязательно способ выживания. Это осознанный выбор в пользу качества жизни, свободы и связи с настоящим живым миром. А как считаете вы, есть ли смысл тратить время на добычу дичи и рыбы, если проще купить все в магазине? Обязательно напишите свои ответы в комментариях, не забудьте поставить лайк, если выпуск вам понравился, и активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!